ставить себя на место того человека, про которого ты думаешь, и посмотреть с его стороны, как он находится, что он находится, а что у него может быть, а как это может быть. И вот тогда ты более-менее приходишь с пониманием. Но дело в том, что люди в 95% они думают поверхностно. Мы думаем поверхностно по своим шаблонам, понимаете? Сформированным в нас жизнью. То есть сформированы у нас с родителей наших. Как правило, мы перенимаем способ мышления у наших родителей. У наших родителей и социума. И то есть я такой момент говорил, что мы не думаем своим мозгом, а мы думаем мозгом чьим-то, как правило, мозгом наших родителей. Поэтому нужно научиться думать своим мозгом, своим мышлением, понимаете? Вот как оно происходит. Но это изначально тяжело понять. К этому нужно прийти, понимать, как это устроено и как это работает, и формировать свое мышление, свое понимание, задавая на некую ситуацию вопросы, а почему так? Почему так происходит? Вот так ты начинаешь формировать глубинное свое мышление. Но чтобы начать его формировать, нужно устранить свои ошибки в мышлении. Понимаете? Ошибки в мышлении приводят к ситуациям, как сказать, драматическим. И когда уже происходит ситуацию уже потом тяжело изменить. А ситуация произошла чисто, например, из-за обиды на кого-то, и человек совершил в отместку свое какое-то действие. Но это работал рефлексорный мозг. Понимаете? Рефлексы. Это не рациональный мозг работал, а рефлексорный. Почему? Говорят, нужно думать и учиться думать холодным мозгом. То бишь не эмоциональным мозгом, а холодным. Вот мозгом рационального мышления. А не рационального, спокойного мышления, а не эмоционального, рефлексорного. То есть вестись за своими чувствами. Вот, не руководствоваться своими чувствами, а быть всегда с холодной головой, тогда вы сможете принять верное решение. Верное решение и верно сделать свой шаг, чтобы потом, как говорится, не делай того, что потом не жалел, и делай так, что если сделаешь, чтобы потом уже не жалел. Понимаете? Не делай того, чтобы потом не жалеть, и если делаешь так, чтобы потом не жалеть. Вот. А чтобы так делать, нужно иметь интеллект. Вот это называется интеллектом. Понимание. Здраво оценивать ситуацию. Но здраво оценить ситуацию только может холодный мозг, то есть вот мозг спокойный, но не эмоциональный. И зачастую люди из-за неправильных своих поведения, ведя за своим эмоциональным фоном, делают ошибки, а эти ошибки могут даже изменить в корне жизнь. Но им кажется, что так сейчас хорошо, но потом впоследствии, когда придет осознание, человек начинает понимать, что он сделал большую ошибку, а вернуться уже обратно, как говорят, уже дорога закрыта. Поэтому всегда нужно думать, но чтобы думать, нужно чем-то думать. А чтобы чем-то думать, нужно сделать там вот это что-то, чем ты будешь думать. Понимаете? И в первую очередь нужно устранить у себя вот эти ошибки в мышлении. И тогда ты начнешь видеть по-другому. Ты осознаешь, и ты по-другому будешь вещи видеть, не так, как раньше.
с разных сторон их посмотреть, спросить у себя, почему так, задать вопрос, а почему так поступил, почему я так поступил, а почему так произошло. Найти рациональные ответы, почему так. Вот так, немножко вас закружил, правильно, своими вот этими раскладами. Вот, и поэтому, кстати, ошибки в мышлении, они встречаются в 95% людей. В зависимости только, сколько их будет у человека. 2, 1, либо 6 переплетенных. А ошибки в мышлении, они у нас формируют вот этот... Они у нас формируют способ мышления. Вот это наше ошибочное мышление формируется у нас. И, то бишь, формируются такие шаблоны, по которым мы живем. И вот это у нас повторяется каждый день. Из ошибок мышления, реакция на ситуацию, автоматическая мысль, эмоция, вывод. Понимаете? И вот так оно работает. Работает. И поэтому их нужно устранять. Но это такая большая работа. Большая работа. Все это исправить, осознать, понять. И научиться даже в ситуации неприятной, стрессовой, как бы, либо в такой, кажется, безвыходной, научиться сохранить спокойствие, чтобы только при спокойном состоянии человек рационально находит ответ выхода с этой ситуации. Но зачастую, как я говорю, люди действуют именно эмоционально. Они идут за своей эмоцией. А это смотрите, при ошибках в мышлении зачастую делает неверный шаг. Человек делает неверный шаг. Вот как это происходит. Вот как это происходит. Так. Так, сегодня активность, что-то... Сейчас появятся вопросы у людей, попроси, Да, чтобы задавали. пишите, задавайте вопросы. Кстати, мне кто-то писал в чатах на ютубе вопрос по поводу я боюсь сойти с ума. Есть кто-то, этот человек на канале, я как бы почитал по диагонали быстренько, объяснить человеку, что с ним происходит. Еще хочу более подробно узнать, чтобы он описал, что с ним происходит, чтобы дать ему ответ. Так, ну пока нету. Ну, так, рассказывай, что так вам происходит. как мы попадаем в это расстройство. В это расстройство мы попадаем как правило, с юности, с молодости мы копируем своих родителей, делаем свои выводы, используем их слова. Вот то, что я говорю, мы не думаем своим мозгом, а думаем мозгом наших предков, а наши предки думали мозгом наших предков. И вот это вот способ мышления, как бы, есть такой момент, передается из поколения в поколение, да, скажем так, как эстафета передается, также из социума мы тоже это поглощаем. Какие-то традиции семейные, это все строит шаблоны строят какие-то, да, особенно семейные традиции. Способы вот этого мышления, партеры. Также оно может быть приобретенно, потому что я анализировал, как я туда попал, я просто стал применять в какой-то момент слово «я должен». Я ввел его в свой обиход, и я стал говорить: так, Александр, здравствуйте, внутренние ощущения, тремор, про какие-то вибрации внутри всего тела. Про внутренние ощущения, такие как тремор. Рассказать про внутренние вибрации. Это все делает тревога. Тревога, оно такое ощущение внутри, как будто ты гудишь такой. Вот идет, как будто
как будто вот ты обтянут кожей, а у тебя остальное внутри все вибрирует. Правильно, Наталья? Вот так происходит. Постоянная вибрация такая. Кто-то описывает как гудеж, кто-то описывает как вибрация. Да, именно так. Это тревожность. Это, ну, у нас тревога, понимаете, она варьирует, она плавает. Она больше, меньше усиливается. И от степени усиления тревоги мы по-разному ее, наше ощущение Организм воспроизводит. Нет, подожди, как сформулировать, сейчас попробую. Наше ощущение зависит от уровня ее тревоги. То есть, когда она у нас низкая, мы ощущаем, как внутри тремор, вибрация. Когда у нас поднимается, то мы чувствуем, например, сильное напряжение там, или такую волну, как будто она идет. Понимаете? Но это все производная тревоги. Тревоги. И вы, Наталья, скорее всего, начинаете неправильно трактовать эту ситуацию, начинаете себя пугать. А что у меня там трясется, а может у меня болезнь какая-то неизлечимая. Может вот у человека идти вот такие трактовки. Человек в этом расстройстве, он склонен, как правило, делать такие негативные выводы. Понимаете, вот, либо катастрофизировать, то есть такое негативное мышление включается, понимаете? И вот оно сопровождается постоянно. Это такой момент, получается, как бы момент самозапугивания себя. Но почему мы сами себя запугиваем? Потому что у нас нету информации того, что это и как, например, это происходит. Вот то, что один из моментов я вам объясняю на нашем канале. И когда вы начинаете, что у меня, вот, видите, правильно я угадал. Я начинаю думать, что у меня рассеянный склероз. Конечно, у вас начинает вибрировать, вы не можете, плохо думаете, верно, Наталья? Вы не можете сосредоточиться, вы плохо думаете, верно? Есть такой момент? И вы делаете вывод. Блин, у меня что-то трясется, я подумать ни про что, мне тяжело. А значит что? И делается, это называется произвольное умозаключение. Да. Значит, у меня рассеянный склероз. И вот этим выводом вы начинаете, видите, правильно угадал я? Начинаете пробовать сосредоточиться, а могу ли я подумать или нет. А чего я не могу подумать? А потому что у меня, наверное, что-то с головой. И вот, наверное, это уже у меня приходит вот этот рассеянный склероз ко мне подбирается. Все. И вы вот этим выводом начинаете себя пугать. А почему? А потому что вы не знаете, что на тревоге человек не может, ему тяжело сосредоточиться. Потому что тревога это момент бей-беги. Нам нужно делать некое физическое поведение, понимаете? А вы пытаетесь, а мы пытаемся, многие люди пытаются сосредоточиться, чтобы проверить, могу я думать или нету. А тяжело на тревоге сосредоточиться, и поэтому человек начинает думать, что у него что-то с головой происходит. Вот там как бы рассеянный склероз. У меня были такие моменты, ты в ванну заходишь, чистишь зубы на этой тревожности, чистишь, ты про зубную щетку не думаешь, про тюбик этот не думаешь. Ты там вот так, там, ты себя в голове на этой тревожности раз-раз бросил там, пошел куда-то, выскочил, раз-раз, а потом снова как бы в ванну заходишь, по какому-то делу тебе нужно, ты смотришь, этот тюбик лежит. А ты не помнишь, как ты его открывал, этот тюбик. И ты на него смотришь и думаешь, ё-моё, блин, а я не помню, как этот тюбик открывал, а если я не помню, значит у меня что-то куку с головой, наверное, какие-то там уже нарушения у меня идут в этой голове. Понимаете? То есть ты от незнания делаешь произвольное вот такое умозаключение, которое не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. А ты тюбик этот забыл закрыть,
Потому что ты находился в себе, ты не думал про этот тюбик, ты в себе, ты думал про эту тревогу, и поэтому ты не был сфокусирован на этом тюбике. И мозг это не запомнил, он этот момент он как бы пропустил, он у тебя в голове не остался. И ты когда в следующий раз зашел, смотришь, ты понимаешь, что я вроде открывал его, а чего я не закрыл ее, как я открывал, и ты начинаешь вот, тебе такая мысль, сомнение приходит, ё-моё, блин, наверное, у меня с башкой что-то там, наверное, чего-то вот у меня происходит в этой голове. И потом по цепочке, как я рассказываю, человек начинает пытаться думать, а чего я не могу думать, а почему я не могу, и он еще больше пытается, подумать он не может, этим самым еще сильнее тревогу усиливает. И вот ты попадаешь, сам себя разгоняешь в этой ловушке тревожности. Нет, нет, Александр, я не просто старческий склероз, а именно про рассеянный склероз, неврологическое страшное заболевание. Вот. Рассеянный склероз, старческий склероз. Это тот и тот, это склероз, понимаете? Понимаете? У вас рассеянность из-за того, что неврологическое заболевание. Да, неврологическое заболевание это есть у нас уже физиологическое, например, повреждение нервной системы, правильно? У вас же его нету, Наталья, верно? Поэтому у вас получается тревожное расстройство. Тревожное расстройство. Но в этом расстройстве человеку очень, как подобрать это слово, появляется такая способность у человека приклеивать к себе разного рода болячки. Понимаете? То есть притягивать за уши себе некую болезнь при тревожном расстройстве. Ты его трактуешь, не понимая, что это от тревоги, а ты начинаешь, по обследованию нет, но мысли, что не до обследования. Вот, Наталья, совершенно верно. Сейчас я вам расскажу историю с практики моего учителя, я уже привык учителем называть, девушки, которая меня вела. Так вот, у нее был один клиент, довольно такой состоятельный мужчина. Он обследовался полностью в Минске, во всех у нас знаменитых этих больницах, платных, бесплатных, во всех центрах. Приходил к ней на прием и сказал: здесь меня не нашли мою болезнь, я вот чувствую, у меня что-то есть, но врачи какие-то некомпетентные, они не нашли у меня болезнь. И он, короче, собрал свой тревожный чемоданчик и в Москву. Полетел обследоваться в Москву. То есть нашим врачам по всему Минску, ну, можно сказать, вот по Беларуси никому не поверил. Собрался и полетел в Минск. Так вот, чтобы вы понимали, что с вами все нормально, а это всего лишь чувства. Вы чувствуете, верно? Вы чувствуете, что вот у меня чего-то не то. И вы постоянно вот это не то, а что не то, то и если вас просить толком и понять, не объяснить, а что у меня не то, но вы чувствуете, что у вас что-то не то, верно? Еще такая мысль будет, что вот у него, вот вы сейчас сидите и думаете, вот с той стороны экрана, у Александра, наверное, не то было. У меня вот, наверное, что-то другое. У него, наверное, вот немного, но все равно не то. А вот у меня что-то другое, и у меня что-то такое, именно то, что у меня. Больше ни у кого такого нету, понимаете?
И вот ты начинаешь вот это недообследование, это получается замкнутый круг. Вы только будете деньги свои, деньги и время тратить. Вы будете по кругу бегать. Постоянно в поисках делать вот эти выводы, что здесь врач некомпетентный, он чего-то там не досмотрел, мне нужно куда-то там с районной больницы ехать в городскую и искать вот это то, что у меня там чего-то недообследовали. Вот это тревожное мышление, вот такие ситуации довольно часто встречаются, вот такой, якобы у меня что-то вот такое, понимаете, оно ощущение, что у меня что-то такое вот личное, эксклюзивное, что ни у кого такого нет, а у меня вот какая-то такая вот она там чего-то такое есть. Понимаете? Но есть такое понятие в психологии: не верь всем своим чувствам и не верь всем своим мыслям. Понимаете? У вас будет просто тревожное расстройство, либо там тревожно-депрессивное, либо там УКР, но это не физиологическое поражение ваше, а это психическое расстройство. Вот. И поэтому, если вы будете, у вас постоянно будут вот эти сомнения, и вы будете бегать, искать у себя некую универсальную болезнь и чувство вот этой недообследовательности, то вы будете в такой ловушке, как я где-то видел, кто-то один сказал, вы будете бегать до тех пор, пока у вас не закончатся деньги. Когда они закончатся, то уже бежать как бы некуда. Но это как бы, я смеюсь, оно немножко сейчас это ты принимаешь как с точки юмора, но на самом деле вот это расстройство, это такая гадость, что я вас прекрасно понимаю. Вот постоянно себя держать в этом напряжении, потому что делаешь неправильные выводы, у тебя мозг работает, от незнания ты постоянно делаешь неправильные выводы, вот такие негативные либо катастрофические, которые тебя все время и держат в этом напряжении, все время как бы получается ты сам себя пугаешь. И вот ты постоянно вот в такой ловушке как бы находишься, вот этого своего мышления, тревожного мышления. И вот все эти когниции, вот эти искажения, недообследовательности, чувства вот эти там, кажется, вот, и тебе реально кажется. Я помню, у меня было такое время, я в ванну заходил, смотрелся в зеркало, а я себя в зеркале вижу вот таким каким-то беспомощным, понимаете, какой-то худой такой вот, как будто ты вот реально беспомощный человек, которого вот под руки водят. Но я таким не был, а у меня такое было когниция, искажение. Я в зеркале так видел. Потом я когда начал вот применять практику налаживать на себя здорового и сильного, когда я как-то так начал делать, то я стал потом видеть себя в зеркале нормально, вот такой, как есть. А так реально происходят такие вещи, и они так правдоподобны, что ты реально этому веришь, понимаете? А это все игры нашего разума. Это все наш как бы мозг с нами играет, вот такие искажения делает. Точно как вот эти ошибки в мышлениях, неправильные выводы, то происходит это еще, я думаю, похлеще такие вещи, у тебя как будто оно тебя ломает, вот искажение, ты, как вам объяснить, вот как бы, чтобы до вас донести, ты вроде бы смотришь нормально, но вот это изображение в зеркале, либо вот ощущение внутреннее, ты вот просто видишь в себе вот таким каким-то беспомощным. Но это все вот так работает наш мозг. У него
очень много он ставит ловушек разных, и такие вещи происходят, что в реальности ты начинаешь думать, например, вот, что с тобой что-то, что у тебя с головой реально чего-то, вот это не то, понимаете? Ты вот раз, вот как я рассказывал в ролике, как бы я называл дежавю, когда происходила ситуация, я был на месте, видел, смотрел своими глазами, приезжаю домой, а мне мозг рисует совсем другое. Понимаете? И я так начинаю думать, блин, а может и правда, и ты реально как бы себе не веришь своим глазам, понимаете? Ты начинаешь сомневаться. Вот такие вещи происходят. Вот. Смотри, Саша, а если вот найдется какой-нибудь некомпетентный врач и скажет, да, возможно, у вас все-таки, ну, из-за тремора у вас, возможно, есть болезнь. Представляешь, какое будет расстройство психологические, Конечно, напряжение у человека, если еще кто-то ей скажет, возможно, Так потому у что вас да. есть это расстройство. А потому что происходит? Мы же к врачу идем, мы идем как к специалисту. То есть Специалисту. мы идем на 100%, веря, что врач компетентный, он знает все, что, почему и как. И поэтому мы полностью ему доверяем. И этот врач тебе вот такое говорит. И, конечно, ты это воспринимаешь за реальность. У меня просто были такие случаи, как бы, тем, кому я там помогал. Он после коронавируса, человек приходит к врачу, у него панические атаки, там уже телесное вот это тебя ломает, вот эти идут галлюцинации, то есть вот эти моменты дереализации. И врач ему говорит, это у вас из-за коронавируса. Якобы все это на всю жизнь вам. У вас там сосуды там, кто-то, один человек рассказал, у вас там из 10 сосудов 3 сосуда забилось. То есть врачи вообще не понимают, о чем говорят. Понимаете? А этим самым они вводят в человека в такой стресс, они вводят его в сильнейший стресс, и вы представляете тревожному человеку сказать, ты с этого никогда не выйдешь. Он через 2 недели в депрессию упадет. Потому что ты у него надежду забираешь, он тебе верит, ты ему такое говоришь, и он последнюю надежду теряет, понимаете? Вот просто я вам скажу, что подавляющему большинству врачей, им до людей вот без разницы просто. Я сам с этим сталкивался. Вот они сидят просто отбыть свои часы и заработать свои деньги. Вот он сидит и на часы смотрит, оба, когда время закончится, понимаете? Оп, все там, 50-100 рублей оставляю, все. Вот, поэтому, пожалуйста, по психоденное головокружение, я думаю, многим будет интересно. Да, Вика, я уже про это рассказывал, это вот моменты идут такие, как дереализация, деперсонализация. У меня есть ролик, он сейчас У нас в программе. В нашей программе. Вот там я рассказываю, что такое дереализация, что такое деперсонализация. Вот это все включает наше головокружение, вот это ощущение, что ноги в асфальт топятся, потом нереальность восприятия вот внешнего мира, вот у тебя начинают тормозить картинки, вот плыть, вот как бы, что перед тобой дом начинает двигаться, так, либо цвет меняет. Был вроде яркий, становится такой блеклый, серый, туман пошел. И вот такие происходят вещи, но, что интересно, это дается человеку, мозг так начинает защищать человека от внешней среды, потому что в его трактовке внешняя среда для нас опасна. И чтобы не было острого восприятия вот этой внешней среды как стрессового фактора, что у нас вызывает стресс, внешняя среда, то мозг начинает нас защищать вот этими спецэффектами. И
поэтому я говорю, что даже это может быть, скорее всего, человеку повезло, что его мозг начал так реагировать, потому что у меня на самом деле дереализация, она была не сильная. Она была не сильная, а не имея вот этого способности защититься, мое восприятие стрессовых ситуаций проходило через меня очень сильно. И меня так ломало, тебя внутри вот так ломает, вот как я рассказывал, такое было ощущение, что тебя берут, вот сколько там у нас косточек, если их посчитать, я не знаю, ну, маленькие, большие, достаточно много. Берут вот твою каждую косточку и вот так начинают, вот как вы, как наши матери, раньше не было стиральных машин, и как выкручивали полотенце, брали и так вот крутили, верно, вот его так вот, раз, вот точно так у меня крутило эти кости. Тебя так крутишь, у тебя вот просто жить не хочется. Вот. И это изо дня в день происходило. Ты просто немного закусываешь губу и терпишь. Вот терпишь, блин, пока вот оно немного не отпустит. Вот эти вещи. И поэтому я немножко, наверное, даже завидую, ну как завидую, предполагаю, что у тех людей, у которых происходит вот эта дереализация, оно, вот эта неадекватность, да, оно, мягко говоря, неприятно, ты плаваешь, ты не можешь себя там поймать, вот оно такое вот, но, по крайней мере, ты не испытываешь таких сильных болевых вот этих ощущений в своем теле. Это вам просто не передать, это словами тяжело описать. Это такая адская боль, но ты со временем к этой боли начинаешь привыкать. Ты как бы, как говорят, человек существо такое, он привыкнет ко всему, то вот что-то такое похожее, оно происходит. Ты начинаешь привыкать через свое терпение, вот терпеть эту боль, понимаете? Вот как это происходит. Поэтому вот эта защита дереализации, я думаю, она, ну, скажем так, немножко повезло тому человеку, у кого она вот происходит, либо происходила в этом тревожном состоянии. Потому что не было бы дереализации, то ситуация, мысль, эмоция, любая эмоция, страх, она отражается в теле. То есть страх отражается в нашей телесности, в наших вот этих мышцах, потому что страх воздействует на наши мышцы. Вот, через тревожность он воздействует на наши мышцы, и поэтому чем сильнее страх, тем тебе больней в душе, это же душевная боль тоже. Нет, это не душевная боль, это именно боль телесная, это боль на нашей плоти. Это боль нашей плоти. Душевная боль это уже будет, когда депрессия. Вот там давит, вот там уже это боль эмоциональная, а не телесная, не физиологическая боль. Вот две боли, телесная и физиологическая. И чем сильнее страх, тем оно все сильнее отражается в теле за счет вот этих сильных спазмов мышц. Сильнейшие идут спазмы, тебя так сжимает. Я даже помогал парню одному, его вообще вот как будто скручивало. Вот все вот стает и все. Даже может быть настолько сильный страх, что человек вот ходит, и он уже рефлексорно у него ну, не плавно как бы двигаются конечности у нас, а вот оно как дых-дых-дых, вот такими, как робот. Люди описывают, ты как робот идешь такой, вот у тебя вот такой тык-тык, у тебя уже вегетатика видно так расфальцована, что там уже все, оно как бы само по себе, то есть ты такой, получается, неуправляемый как бы. Вот.
Так, какие еще есть вопросы? Так, Наталья, надеюсь, вы меня поняли. Вот это про свою недообследовательность. Это получается, либо вы делаете со своих неправильных выводов, либо это будет чувство. Я так чувствую, что якобы у меня что-то есть, а вот меня врачи не досмотрели. Так, здравствуйте, Александр. Как избавиться от физической боли при депрессии на ровном месте? Сдавливает голову и потом болит все тело. Что делать? Юлия, ну у вас это еще смешанно идет. При депрессии там вообще ничего не дает. Тебя только дает, у тебя куча мыслей негативных, и тебя давит вот внутри. Вот оно такая подавленность, что ты жить не... Вот как будто тебе... Вот как описать? Как бы подобрать описание? Под водой, допустим, да, Нет, давит, сдавливает. Потому что тяжело тебя, как будто вот стали ногой вовнутрь тебя, вот внутрь на твои органы, и тебе так вот тебя как будто с земле придавливает, тебе так плохо, вот так плохо, что, как я говорю, вот реально ты жить не хочешь, и мысли негативные, они потоком, а они на тебя и влияют. Вот так давит, это будет депрессия. Там телесной боли не испытываешь, там телесной боли нету, а именно вот то, что называется душевная боль. Душевная боль. Так, да, по возможности ставьте вот эти лайки, нажимайте, чтобы больше тогда YouTube открывает доступ к другим людям, когда вы ставите вот эти тын-дын-дын. Так, я пытаюсь найти негативные мысли, но не нахожу. Просто внезапно подавленность появляется. Да. У вас, смотрите, Юля, у вас получается, вот вы находитесь как бы на такой, оно волнообразно идет. Верно? Вот смотрите, вроде бы нормально, ну там тревожность, все остальное. А потом вот как бы внутренняя подавленность резко вот тебя как бы туда вот раз и давлянула. Да, верно. Вот, потом снова вроде выровнялась, но при этом мыслей нету, верно? Но то, что вы написали, вроде бы и мыслей нету, а у тебя вот как будто волной идет. Да, смотрите, это мое предположение. Это мое предположение, я не буду уверять, что это так и есть. Я думаю, вот в этих моментах у нас, скорее всего, каким-то образом серотонин влияет. Вот там он раз чуть-чуть выровнялся, потом он резко проседает, и мы, может, ощущаем такую подавленность. Возможно, это так происходит, я точно говорить не буду. Но я знаю, что с этим делать. Смотрите, в этот момент, когда вас продавливает, вызовите эмоцию радости. У вас сразу не получится, вы ее тренируете. Вот этого смеха, вдохновения, какая природа, какая погода, эмоция будет исходить, как и паническая атака, зарождаться в районе живота. Вот эта эмоция, то, что я называл внутренними резервами как бы организма, энергетические потоки вот эти. Как бы сбалансируешь и вызываешь. И я в этих моментах, вот когда ты полностью находишься, Юля, в депрессии, ты там подавлен все время. Но потом, постепенно выходя из депрессии, у тебя качели идут. У тебя раз вроде выравниваешься, потом где-то раз вот внутренне тебя подавило, вот морально подавило. Потом снова. И я в этих моментах, когда получалась такая просадка, вот внутренняя подавленность, вот тебя как будто вот плохо, вот душевно просто плохо становится, вот оно как-то тебя раз придавливает. Я в этот момент начинал говорить, жизнь прекрасна и хороша, какая погода, какая природа. И важно вот так изнутри вызвать у себя эмоцию, потому что на уровень серотонина влияет наша эмоция. Вот взаимосвязь. То есть серотонин это химический состав.
а на химический состав воздействует эмоция. Мы свой серотонин можем регулировать через эмоцию. Понимаете? И я это понимал. И когда у меня вот эта продавленность, когда я выходил из депрессии, когда там все время подавлено, ну ты потихоньку выкарабкиваешься, ты потом в такую стадию, вот эту стадию переходишь, что вы описываете, вот такой волнообразный, тебя вроде бы нормально, более-менее, потом тебя лап придавило, ты как бы ух просел. И в этот момент я начинал вызывать у себя эмоцию, там, хохотать, либо вдохновение. Ох, как вот оно изнутри вот так шло. И я как бы тренируясь раз за разом, я сам себя выравнивал как бы. И потом постепенно я, выходя из депрессии, в норму пришел за счет вот своего эмоционального фона. То есть через эмоцию воздействовал на серотонин. И вот так я как бы регулировал его сам, осознанно это делал. Понимая, как мы устроены, как это работает, я, исходя из этого, применял приемы, понимаете? Поэтому применяйте, и вы увидите, оно сразу как бы не получится, потому что, как я говорил, эмоциями нужно научиться управлять тоже. Вызывать ее тогда, когда ты захочешь, а не тогда, когда она там сама придет. Понимаете? А именно пользоваться эмоцией. Вот как бы взять ее, вот она у нас на полочке лежит, 4 эмоции. Там одна происходит, ты берешь противоположную эмоцию, начинаешь ее применять. Потому что любая эмоция дает другую эмоцию. Это железное правило. Вот. И все, практикуйте, развивайте. Запомните, смех и вдохновение. Вот это составляющая, что будет влиять на повышение вашего серотонина, соответственно, будут выравнивать ваш вот это провал, подавленность вот эту, вы будете выравниваться. И с каждым разом, когда вы будете практиковать, у вас будет лучше и лучше получаться. Вот я рассказал то, что применял я. И оно работает. Вот, осваивается все. Управление мозгом и управление своими эмоциями. Все осваиваете. Все это в жизни потом пригодится. Потом это все в жизни пригодится, понимаете? Все то, что я вам рассказываю, все потом оно в жизни пригодится. И тренируя вот это все, ты вот так и выходишь с этого расстройства. Так. Задавайте вопросы, не обращайте внимания на сообщения, задавайте вопросы. Да, еще какие на данный момент кого волнуют, какие вопросы. И вот, причина наших расстройств — это неправильные убеждения, то бишь ошибки в мышлении, которые мы получили неосознанно, они у нас сформировались в жизни. И вот мы по этим шаблонам живем. И как оно интересно происходит, чем больше ты живешь, тем сильнее эти убеждения, они в тебе укореняются, но дело в том, что в молодости ты как бы с этим справляешься, понимаете? Ты еще молодой, ты быстро восстанавливаешься там со стрессов и так далее. Организм у тебя функционирует бесперебойно, как часики. Ты как бы особо на этом не циклишься. Вот с тобой раз произошла ситуация, мысль, эмоция, ты как бы на этом не зацикливаешься. Но с ходом времени, то есть с нашим возрастом, первое, оно сильнее укрепляется, и второе, мы начинаем как бы терять уже свою физическую силу в плане
вот этого восстановления, как бы быстрого выхода, за счет вот этих метаболизма, процессов, незацикленности. А уже в возрасте, ну, приведу к примеру, если в молодости мы гуляли там, например, до 3 ночи, 4 утра, потом приходили домой, 3 часа поспали, утром, например, там на занятия нужно было идти, либо там на работу по молодости. То есть 3 часа тебе хватало, чтобы восстановиться сна после гулянки, даже там в гулянке употребляешь некое горячительные напитки, и ты быстренько восстанавливаешься, и вот за эти 3 часа сна организм функционирует, процессы идут, метаболизм идет, оно чих-чих-чих тебя восстановил, все, ты пошел. То с возрастом, если ты проведешь точно такую, вот точно такой процесс, который ты провел, например, скажем, лет там в 25, там в 20, ну, скажем, до 30, там, даже в 30, там, плюс-минус, то уже ты так за 3 часа не восстановишься. Ты уже не сможешь. Во-первых, ты столько гулять не сможешь, потому что ты уже устанешь. И второй момент, ты уже так быстро не восстановишься. Поэтому вот эти ошибки нашего мышления с каждым разом нам получается, ну это не буквально, не в прямом смысле, что как только ситуация, вот эта мысль, реакция, то ну, сразу это сильно заметно, это постепенно, но с возрастом оно, во-первых, усиливается, вот эти чувства после восприятия ситуации на тебя сильно влияют эти чувства. И второй момент, они как бы, они сильнее и сильнее у тебя укрепляются. Вот такой постепенный процесс. И поэтому, почему говорят, ну это мое личное мнение, мое предположение, называют кризис среднего возраста. Когда у человека вот происходит вот такая трансформация. И что интересно, да, основная масса попадания в тревожные расстройства это люди вот примерно с 35, вот с этого возраста и уже дальше. Вот этот период вот перехода с юности нашей как бы уже такую, в такую уже как бы осознанную, можно сказать, но осознанность это другая вещь, а уже как бы перехода во взрослую жизнь. И вот почему называют вот этот промежуток времени кризисом среднего возраста. Потому что, скорее всего, вот так оно происходит. Но это чисто мое мнение, чисто мои выводы. Почему вот этот называют кризис среднего возраста. Вот во многом связан именно вот попаданием в большей или меньшей сложности вот в психическое вот такое как бы расстройство. И вот там тогда идет это переосмысление, начинаешь понимать вот эти все вещи. Вот это кризис и называется. Вот, у кого еще есть какие вопросы? Но чтобы прийти к такой спокойной относительно жизни, нужно много чего понять, нужно какие-то процессы перетренировать, но самое основное это вот это понимание, осознание вообще себя и осознание жизни как таковой. И вот это тогда приводит к такому успокоению, то есть такого баланса души и тела. Вот. Но к этому нужно прийти, это линейно не объяснить, это такой интересный и довольно непростой довольно путь к этому прийти. Вот. И так, и что-то я... сегодня с другого канала нам писали, зачем у вас покупать, вот кому приходите там много чего. К Федоренко. Федоренку приходите, там много чего, как бы вот такой диверсант к нам
Сходил. Да, Вот. ну у Федоренко 50 Да тысяч не, стоит минимум. Вот такой диверсант у нас был, Мгм. поэтому если кто хочет, да, там у Федоренки тоже есть какие-то программы, поэтому можете обращаться. Мали какие-нибудь витамины. Витамины, Наталья, смотрите, витамины. Я пил какие-то витамины, БАДы, вроде бы БАДы. Что именно я не помню Ну, длинную. скорее всего, магний. Это в первую А, очередь. вот это, да. Витамин D. Да, вот эти магний, B12, по-моему. Ну, Мгм. там, Витамин D там обязательно тоже. Как бы он... витамин D там не обязательно. Ну, они в основном присутствуют все в куче БАДов. Магний, почему магний? Потому что магний, он там есть именно состав самой нервной системы вот этих, наверное, волокон, потому что, ну, не знаю, насколько это точно, но думаю точно, при стрессах у человека какая-то часть вот этого магния, она как бы вымывается именно с волокон нервной системы, но скажу вам одну вещь, не слушайте никого, нервные клетки там не убиваются, они там, ну, есть такое, раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются, вот. Но я вам скажу, вот я перед вами сижу, хотя я когда так думал, что это виновата нервная система, и она у меня там рвется на кусочки там и так далее, и что если я ее всю порвал, то как я дальше жить буду, вот такие мысли приходили. Но оказывается, нервная система, сама вот эти провода наши, то, что называется нервной системой, они здесь ни при чем. Они просто мозг, нервную систему используют, как я уже где-то в роликах объяснял, как провода, которые идут от розетки к розетке. То есть, представьте, наш мозг это розетка, и наши почки это тоже розетка. А от мозга до наших почек вот это идут провода. И просто мозг сигнал по ним дает нашим органам, чтобы пошел процесс. Вот как это происходит. И поэтому вот я сижу перед вами, ну, пил этот магний, но ну, ты пьешь там, ну, потому что, ну, попил его, вот как-то так. Потому что назначено. Я потом со временем, я читал книгу Джон Кэха «Подсознание может все». И я понял, что то, что я там я раньше думал, там нервная система и так далее, я просто начал верить в силу мысли, в силу моего мозга. И поэтому все остальное я как бы его не делал на вот эти таблетки упор. Я просто начал верить, иными словами, в себя, что это делает мозг, и мне его надо тренировать. И вот тогда я приду к тому, чему я иду. Я просто поверил в силу мозга, что это все мозг. А откуда это взял? Из книги Джона Кэха. Вот. И потом во что я поверил, вот оно пошло доказательство, вот это КПТ, именно работа со своим мышлением, со своим мозгом, и что все нам это, что происходит, делает мозг. Делает мозг. Вот нужно понять эти вещи. Потому что, да, все там начинают пить успокоительные, там афобазол, адаптол, там витамины, шмины, там, и зачастую люди пачками, вот эту, потом пошли эти бутылочки там боярышники, там 5 в одном, там всяких вот этих настоечки вот эти, все это вы все там напьете, это я знаю, вот эти адаптолы, боярышники, вот все это вы там употребляете, пытаясь успокоить свою нервную систему. Но не нервную систему нужно успокаивать, а нужно свой мозг успокаивать, понимаете? Успокоится мозг, и перестанет он посылать эти импульсы через нашу нервную систему. Вот в чем причина в мозгу.
а не в нервной системе. А все лечат нервы. Понимаете, что происходит? Вот в какой вы не приедете какой-нибудь санаторий, то там лечат нервы. Нервы лечат. А нервы здесь ни при чем. Вот что надо, как говорится, лечить. Вот голову, а не нервы наши. Причину устранять вот здесь. А все лечат нервы. Все, что в теле лечат. Вот. А к мозгу не обращаются. Вот, поэтому правильно нужно понимать и знать, где причина. И вот с причиной работать, а не с нервами, с последствиями, что наш мозг запустил, а мы нервы вот эти свои там лечим. Вот, вот такие вот моменты. Задавайте вопросы. Так, есть еще какие-то вопросы? Людей много, давайте вопросы, задавайте свои. Александр будет вам отвечать. Здравствуйте. Так. Поэтому, смотрите, одна из причин выхода с тревожного состояния – это понимание. Понимание, как ты устроен, как процессы происходят, что это происходит, какая взаимосвязь. Наш мозг так устроен, он боится неизвестности. Мозгу нужны ответы. Когда мозг получает ответы, тогда он начинает успокаиваться. То есть мы начинаем успокаиваться. Но здесь мы попадаем в ловушки, и из-за своих незнаний мы неправильные ответы все время себе даем. А этим самым мы себя и пугаем. Мы себя начинаем запугивать. Вот как это работает. Оно приходит как бы, оно на автомате, эти мысли вот этой катастрофы. Вот что вот это так, у меня вот это на то. А это все идет из-за наших незнаний. Вот как только я объяснил так, Юле, наверное, объяснил, что так, Юля, наверное, не вам, а вот кто... Наталья, кто думает, что он недообследован? Это был... Кто это у нас? Юлия. Юлия была, да? Да, Китовский. Вот, Юлия, теперь вы поняли, что это ваше чувство, вы так чувствуете. И теперь вы начинаете осознавать. Ага, поняла, чувство, не верь всем своим чувствам. И вот, и ты начинаешь это понимать, и уже в какой-то мере ты не бегаешь дальше по этим врачам, потому что ты получила ответ, что как бы вот у Александра такое было чувство, значит это просто чувство. У него ничего такого не было, значит и у меня нету. И вот как бы ты оспариваешь эту ситуацию. Вот эту мысль про некую необследовательность, она вызывает тревогу. И вот ты начинаешь оспаривать эту ситуацию, приводя примеры, что это не так. Как тебе кажется, либо как тебе говорит вот этот мозг, вот эти мысли, когда приходят. Начинаешь оспаривать эту ситуацию, тем самым начинает понижаться тревожность. Ты приводишь примеры, что это не так. И вот так ты начинаешь убирать тревожность свою. То есть, по большому принципу, мы ведем в выходе с этой ситуации постоянное как бы оспаривание вот этих идей, вот этих мыслей, которые к нам приходят и неправильно трактуют ситуацию. Вот что у нас они как бы запускают тревогу, а соответственно тревога вызывает вот все эти телесные ощущения, вот эти боли, и происходит уровень боли, сила боли происходит от уровня тревоги. А уровень тревоги зависит от силы нашего страха. Вот эта взаимосвязь. Убираем страх, понижаем тревогу, понижаем вот эти телесные болевые ощущения, они начинают гаснуть. Вот как это работает. О, что жарковато как-то, да? Нормально. Сейчас, может, тут задаст вопросы. А вот и вопрос. Вот, это Наталья спрашивала. Вот Юля справилась.
Молодец, Юля. Теперь работаем дальше, приходим к осознанности. Не останавливаемся в пути. Чтобы все освоить, нужно дальше идти. Тренировать мозг, осознавать, понимать, не останавливаться. Хоть уже там почти и вышли, не останавливайтесь. Есть программа у нас на канале. Идите до конца, идите к своей осознанности. Потому что многие люди раз там так полегче что-то, раз выскочил и дальше как бы, ну и нормально. Ну устраивает как бы человеку, он живет. Но чтобы все полностью понять и полностью вот прийти к осознанности, нужно дальше и все это дойти до конца, разобраться, понять, тренировать, как это устроено, почему, как это происходит. Но это целая плеяда такая работы, прийти к этому, понимаете? Потому что ты не только, вот я с этой тревожности вышел, я стал дальше это все изучать, более глубинно входить, и оно как в процессе выхода ты к этому приходишь, точно так и потом еще глубиннее начинаешь, вот ты как бы глубже туда заходишь, копаешь, глубже, больше осознаешь, тренируешь, погружаешься, вот я тренировался зависать, мозг отключать, потом в себя получалось погружаться. Вот такие вещи начинаешь, можешь еще даже глубже развивать, если не остановиться на том, чего достиг. Так, еще какие есть вопросики? Еще какие есть вопросы?